Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. В видео про негативный и позитивный контроль мы говорили, что функция контроля и управления – необходимые условия для того, чтобы любая система могла сохранять целостность и развиваться. Кстати, посмотрите это видео, если еще не видели его. Ссылка сейчас будет в углу экрана. Так вот, искажение функции власти и контроля формирует основу, запускающую цикл насилия. Именно об этом мы сегодня и поговорим. А начнем с определения. Цикл насилия – это повторяющееся, самовоспроизводящееся поведение, направленное на реализацию функций власти и контроля против воли одной из сторон взаимодействия, совершаемое тем, в чьих руках официально или неофициально находится власть. Насилие, как форма поведения, может быть самым разным. Например, физическое насилие, включая избиение и иные формы пыток. Психологическое насилие, включая унижение, обесценивание, угрозы, игнорирование, молчание или шантаж. Сексуальное насилие, куда кроме непосредственного изнасилования входят словесные и физические домогательства. Социальное насилие – это любые репрессивные и запретительные меры, направленные на подавление инакомыслия. Геополитическое насилие – чаще всего это агрессивные войны и геноциды. В рамках нашего разговора для понимания цикла насилия как феномена форма не так уж важна. Важным является то, что любое сознательно совершаемое насилие является искаженным способом реализации функции власти и контроля. Обратимся к примеру сексуального насилия. Это абсолютно чудовищная группа преступлений и является одним из самых распространенных преступлений в мире. Но, несмотря на контекст, связанный с сексом, к сексу ни изнасилование, ни сексуальное домогательство отношения не имеют. С точки зрения психологии, насильнику в момент совершения преступления важен не секс. Секс не является целью, как, впрочем, и оргазм, а только власть и контроль. Потому что иначе насильник реализовать свое желание власти не может, поэтому выбирает жертву, которая, по его мнению, не сможет сопротивляться. То же самое касается, например, авторитарных диктатур, в которых государство становится насильником по отношению к населению, но не ради самого насилия, а ради удержания власти, потому что другим путем диктатура удержать власть не может. Откуда насилие берется? Отчасти ответ уже прозвучал, но обсудим подробнее. Многие люди убеждены, что насилие – неотъемлемая часть так называемой природы человека и принимают его как неизбежность. Но это не так. Это какое-то нелепое оправдание, базирующееся на желании людей найти простые и снимающие с них ответственность ответы. Насилие из позиции насильника – это всегда выбор. Он может быть более или менее сознательным, но это всегда выбор, а не какая-то там природа человека. У насилия есть цель, есть инструменты и механизмы, что изначально предполагает процесс планирования и подготовки. Случайно такое произойти не может. Однако именно терпимость людей к насилию как к норме по принципу «а так было всегда, значит это нормально» является той точкой, замыкающей цикл насилия и позволяющей ему бесконечно воспроизводиться. Локально причиной насилия является отсутствие навыка решать задачи развития и взаимодействия с собой и окружающими при помощи диалога, отсутствие навыка принимать отказы, восприятие партнеров по взаимодействию как объектов собственности, а не как людей. Глобально же базой насилия как цикла является противопоставление человека и природы, о котором мы говорили ранее. Обязательно посмотрите это видео. В качестве вывода скажу, что цикл насилия – это не неизбежность, его можно и нужно разорвать. Но для этого должны произойти структурные и глобальные изменения, как и на уровне мышления и восприятия отдельных людей, так и на уровне всего человечества. Власть и контроль могут быть здоровыми, направленными на развитие. Мир без изнасилований, без пыток, без войн или авторитарных диктатур – это не наивная фантазия, это вполне достижимый уровень цивилизационного развития. Как и любой путь, он начинается с маленьких шагов, то есть с каждого из нас.
с нашего объединения, общения и защиты друг друга. Если вы сталкиваетесь с циклом насилия, неважно в какой форме, найдите тех, кто вам поможет. Если речь о психологическом и сексуальном насилии, то можете обращаться ко мне. Я работаю с этими проблематиками. А на сегодня будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!